Привет, дорогие зрители! Девушка возвращалась из магазина, переживая ограничения в своих финансах и неуверенность в будущем. Все ее средства были на исходе, и она была вынуждена экономить на каждой покупке и сокращать свои расходы. Студенческая жизнь стала вызовом, но девушка надеялась справиться с трудностями. Раньше девушка имела дополнительный заработок в ресторане, где работала официанткой. Однако, вследствие пандемии, этот источник дохода исчез. Снимая квартиру, ее владелец не снижал арендную плату. Родители девушки старались помочь ей, пересылая деньги, но ситуация оставалась сложной. Девушка забыла о своих проблемах на мгновение, когда услышала писк. Звук исходил от маленького котенка, выглядевшего заброшенным и грязным. Он сидел под лавкой, и его голосок просил о помощи. Девушка осветила фонариком место, и котенок мгновенно замолчал. С помощью своего рюкзака девушка стала искать еды для котенка. Она призвала его к себе, и котенок осторожно приблизился, но не мог двигаться дальше. Он был слаб, и его лапка дрожала, пока он смотрел на девушку с печальными глазками. Через непродолжительное время девушка оказалась в коридоре ветеринарной клиники, несущая в своих руках маленького котенка, которому она дала имя Дымок. Она была взволнована и беспокоилась о его состоянии. Вопрос о стоимости лечения и о том, что она могла продать из своих вещей, занимал ее мысли. Вскоре из кабинета вышел ветеринар, добродушный мужчина лет 50. Он проинформировал девушку о серьезной проблеме с лапкой котенка и других заболеваниях, но отметил, что Дымок сильный и обойдется без проблем. Напряжение девушки достигло пика, когда она с тревогой спросила ветеринара о стоимости лечения. Мужчина задумался на мгновение и ушел в свой кабинет, оставив девушку в ожидании. В это время девушка начала размышлять о своих финансовых возможностях. Она понимала, что сможет обеспечить котенка едой. Но сколько придется заплатить за необходимое лечение? Наконец, ветеринар вернулся и поделился новостью. Он объявил, что девушке нужно будет заплатить всего 300 рублей за лекарство. Эта сумма оказалась намного меньше, чем она ожидала. Девушка была приятно удивлена и благодарна ветеринару за его щедрость. В приемной девушку встретила женщина, работающая в клинике. Она весело улыбалась, оформляя чек, и рассказала девушке о враче. Оказалось, что это его собственная клиника, и он сам устанавливает цены на услуги. Она уверила девушку, что врач всегда поступает справедливо и никогда не берет с людей лишних денег. Девушка покинула клинику, держа Дымка в своих руках. В этот момент она почувствовала, что слезы радости начинают течь по ее щекам. Она была счастлива не только от спасения котенка, но и от доброты и щедрости, которые она встретила. Друзья, поддержите мой небольшой канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале о наших любимых с вами животных.